Сегодня будем пробовать переанодировать вот такую звезду для велосипеда. Материал указан 7075. Т6 это уровень термообработки. Звезда на 38 зубов. Имеет вот такое заводское анодирование цветное. Выполнено из листа с последующей обработкой на ЧПУ, токарной и фрезерной. Человек, который попросил это сделать для него, сказал, что твердое анодирование на таких звездах выхаживает в 3-4 раза дольше, чем родное вот такое заводское. Он гоняет по бездорожью, где песок, грязь, и такие звезды живут совсем недолго у него. Звезда китайская, такая вот у нее маркировка, не знаю, насколько соответствует марка Дюраля. Сейчас проведем небольшой тест и попробуем снять это покрытие. Возьмем наждак 220 и попробуем немножко потереть. На зубьях попробуем. Ну вот, смотрите. Сейчас попробую показать. Вот я тер, сразу уже виднеется чистый алюминий. Еще пару раз. И сразу вскрылось. Зуб вскрылся до металла. Теперь попробуем надфилем. Ну, надфилем сразу. Вот кромка. Видите, хорошо. И на кромке мгновенно. То есть здесь твердости этого покрытия нет никакого. Снимать покрытие, вот это будем пробовать в растворе щелочи. Здесь где-то 10-15% концентрация. Это обычная бытовая щелочь для прочистки канализации. Давайте вот так сначала сделаю кусочек. Видите, пошло сниматься все сразу. Начало растворяться покрытие. И немножко подождем. Прошло совсем немного, меньше минуты. Вот видите, уже практически чистый металл у нас. Смотрите, какой эффект интересный. Мыльные пузыри. Видите? Тут щелочь немножко добавлено моющего. И вот такой эффект получается. Все, подержал я еще буквально секунд 40. И можно теперь доставать, промывать, смотреть, что получилось. Ай, упало прям в миску. Так, миску надо было побольше брать. Это дистиллированная вода. Сейчас ополосну. Ну вот надписи остались. Очень странно. Похоже, что надписи сделаны лазером сверху. Потому что они не стираются. Теперь вот хорошо видны следы обработки. Здесь даже не фрезеровка была, как вырубленная часть. Вот видите? Нагортовка идет металла, возможно, вырубывали, а потом дофрезеровали. А вот буквы вот эти не счищаются, не растворяются. Буквы и рисунок. Я сейчас попробую еще подержать немножко, но скорее всего это лазером сделанная гравировка. Подержал я еще 10 минут в щелочи. Гравировка еще частично осталась. Видимо, лазер глубоко пробил. Но сами зубья полностью чистые, можно пробовать анодировать. Эти надписи особого значения не имеют. Сделал я вот такое крепление. В отверстие запрессована переходная часть, которая на резьбе крепится к импровизированному электроду. В электролит будем погружать вертикально. Температура электролита на данный момент минус 3,3 и продолжает охлаждаться. Я не буду доводить до минус 5. Начну при такой температуре анодировать. Сейчас в мастерской жарко, 25 градусов, и чтобы опустить температуру ниже, нужно еще примерно час-два времени. Опускаем звезду вертикально и закрепляем ее, чтобы она держалась. Вот таким образом. Площадь у нас 2,7 дециметра квадратных. Выставляем ток для начала 6 ампер. И поехали. Процесс активно идет. Выделяется кислород и водород. Видите, пузырьки идут от свинцовых пластин. И сама деталь анодируется. Сейчас выделяется 120 Вт тепловой энергии, которую нужно отводить постоянно. При анодировании всегда нужно хорошо вентилировать помещение. Если вы хотите также научиться анодировать, я провожу обучение под ключ. В течение 7 дней вы сможете собрать такую установку и получить результат с первой детали. Можете переходить в телеграм-канал, там больше информации. Уже больше 300 Вт тепловой энергии.
Процесс остановлен. Достаем и смотрим. Красиво получилось. Такой серый цвет. Сейчас промываем под проточной водой и проводим тесты. Деталь я промыл, прокипятил, поры закрылись. Смотрите теперь цвет. Вот это D16T, он же 2024. Отличается немножко, так что возможно это и правда 7075 материал, аналог V95. Надписи сохранились. Лазер сделал выемку, которая повторил твердый анод. Ну и теперь пробуем на твердость. Будет лучше, чем было или нет. Сначала 220 наждак. Следов нет. Ну вот здесь есть, но это грань, где будет легко спиливаться. В прошлый раз по плоскости спиливалось. Давайте в другом месте, вот с одного раза. Ничего нет. Тоже ничего нет. Ну, теперь надфиль. Микрослед есть, но это вершинку только снимает. Больше не снимает. Звук слышите, как стеклянный. Попробуем поцарапать. Нет следа. Это все поверхностное, глубокого ничего нет. Ну давайте теперь на зубе проведем эксперимент. На плоскости вот этой. Здесь есть, но опять же это на вершинке. Я уже его продавил слой. А вот на плоскости... Я думаю, получилось отлично. Если было интересно, вы знаете, что делать. До свидания.